Здорово. Вон там сзади офигенные ландшафты. Поедем сейчас еще дальше по нашему региону. Но у нас тут есть вон. Вот этого человека уже видели на канале. Вот это, да-да. Покрышку взорвал на фестивале, да? Дофестивалился. Кардан еще? У нас вроде кардан. Сегодня у нас... Посмотрим, что у него за мотоцикл. Большой, тяжелый. Говорит, вроде бы Yamaha. Но он очень тяжелый, реально. Сейчас мы его еще заправили. Литр 300? Да. Блин, ну это почти как автомобиль, но нет. Ну, против моего, это как реально автомобиль. Ну, ты на таком ездил маленьком уже? Ну, нет, BMW был. А, да, точно. Не, ну этот помощнее BMW. Ну, в принципе, я знаешь, что я думаю? Вот по мощности у тебя Хупром больше, но он тяжелый. Если ты на тот сядешь, ты как будто одно и то же будет. Он легче. Yamaha. Сейчас проверим. Я вот смотрю, прикольно, да, у нас покрышки одинаковые. Да. То есть резина одинаковая. Единственная весовая категория, мне кажется, килограмм. Если этот полностью загруженный, то есть килограмм 100 меньше. Это другой совсем тест-драйв, другой обзор. Не как вы видите это всегда на каналах каких-то там этих блогеров-могеров, которые там умные вещи рассказывают. Он просто, вон, шлифовальня, уже кто-то ее, она уже помогла один раз. Литр 300, блок, вот здесь термостат. Крутящий момент, это все, если кому интересно, я поставлю в описании. На этом видосе, на этом обзоре просто эмоции, как оно есть. Короче, сейчас прокатимся пару километров, и все вы увидите, услышите. Что, садись на этот? Давай попробуем. Все такое же, как у тебя, мне кажется. Сейчас я буду больше спрашивать. Проверим, что он из себя представляет. Настоящие вот эти вот эмоции. Так, ну по приборам, ой, ё-моё, ну у тебя кнопок, конечно, побольше. Заводится у тебя здесь, да, вот этот, я смотрю? Табло. Ага. Ну-ка, кино большое. Ой-ой-ой, как большой, да? Тоже передача. Ну тоже показывает тебе скорость, это хорошо. Передача, здесь можешь регулировать поток зеркала. Даже так делается? Вау. Она-то во время дороги тоже меняется? Нет, ты сам себе настраиваешь. Да. Сейчас как сидишь, ты сидишь ровно, и поток вокруг тебя обходит. Да. И шикарно. Да, ну вот хозяин мотоцикла не самое лучшее может рассказать, чем я. Нам, в принципе, что надо? Нам надо для этого видео просто эмоции, прокатиться, посмотреть. Сиденье вообще кайф. Вот одно сиденье плюс 10 пунктов сразу. Эту разработку такую премию дадут. О. Сиденье мне нравится вообще. Умеете, могете. Настраивается высота сиденья? Сейчас в данный момент нет, но в принципе, да. Извиняюсь. У меня нога длинная. Не, видишь, вот проблема. Ты не можешь достать до пола, а у меня наоборот. Это наш чувак, смотри, с люлькой второй. Не, короче, у меня ноги-то длинные. Не, а так вот 300, говорил, килограмм, да? Интересно. Скорость есть. Заводится. Вообще пушинка. На ручку газа реагирует просто моментально. Поехали. Очень легко. Охренеть. Ветер обходит меня поверху. Сидишь на нем. Я вот так вот чуть-чуть нагнул голову, и весь ветер у меня над каской пролетает. Это что за дела такие? Вилка. Так, 4-я, 5-я. Не, она сильно... Ого! Вот так я получаю по морде. Да. Вот теперь у меня прям грудь. Если я поднимаю наверх. Вот я вот так вот буду сидеть. Я вообще спрятался за ветер. То есть ветра вообще нет. И он мягенький, конечно. Умеете, могете. Ну, у него какой-то ход вилки мягкий передний, да, я не знаю. Может быть, надо ей сервис сделать, или это так должно быть. Я первый раз на такой барже. Он, короче, по весовой категории, ну, то, что мы там едем, 90 едешь, ну, велосипед, реально. Вообще, на месте ты там передвигаешь тяжело, а
Вау. И вот нет такой потребности на этом мотоцикле, чтобы прям мне куда-то чего-то там газануть вперед быстрее. До того мягенько все. Вообще. У него же, кстати, у него кардан. Самая большая отличающаяся черта наших мотоциклов, у него кардан, у меня цепь. И цепь, я вам скажу, это еще то еще себе. Потому что, кто-то любит. Вот, смотри, 50. 60 я еду, я вообще не понимаю. 70. У него 70 скорость вообще не ощущается. Вообще ноль. Выезжаем, даем газу. Так мягко, плавно, ручка газа, и он не пытается тебя убить. У него так плавно поднимается вот эта мощь наверх. Вау. Я даже не знаю, что сказать, если честно, потому что, турист. Ну-ка, я больше чуть выкручу. А что, дальше пятой нету? Не понял. И все, что ли? Короче, скорость 70. Вообще ни о чем. Я не понимаю, что я еду 70 никак. Вот если вот так вот делаем, наклоняем, вау. Это просто велосипед. Я 1,3 мотор. То есть 1300 кубических сантиметров, да? Это, я не знаю, это просто, красота. То есть, во-первых, я ручку газа выкручиваю, момент не сразу дается, он есть, чуть-чуть такая, с небольшой задержкой, но зато у тебя, как сказать, чувство страха не вызывает этот мотоцикл, то есть наоборот, даже он такой более безопасный, он не пытается тебя убить. Прикольно. Единственное, что мне, конечно, сейчас вот смущает, у него что, реально 5 скоростей. Сиденье прикольное вообще. Какой-то, знаете, Mercedes E-класса. Вова! Там кофер открытый? Нет. Ты сейчас проехал на одной позиции. Да. Сейчас пройду на другой. Я тебе потом покажу разницу. Я просто хотел, чтобы ты посмотрел, какая разница, в какой позиции. Что, думаешь, выше еще будет? Это мягче идет. У тебя вилка как-то ходит прям, да? Вилка так ходит мягко. Передняя. Он вроде как бы здоровый, а управляемость вообще, да? Велосипед. Настроил Витя какую-то позицию. Посмотрим, что это сейчас поменяет. Мне очень интересно. Тут с этим асфальтом надо быть аккуратнее. По крайней мере, сейчас вот 80 едем. Вот, 5-й включил, все. У этого еще есть круиз-контроль. Я нажимаю, тормоза клевые. Надо, такую баржу надо остановить, у тебя должна быть хорошая тормозная система. Все правильно. 29 200 пробег, то есть он постарше моего на пару лет, а пробег уже у нас, он много не передвигался, как понимаю, потому что такой маленький пробег на таком мотоцикле я вижу второй раз за всю жизнь Германии, да, потому что обычно у этих байков пробег 50 тысяч километров. Это рик, которые реально берут технику для дальняка. Смотрите, у вас кардан, попал ты под дождь, тебе не надо какую-то там цепь чистить, то есть сел на него и поехал.
Если честно, я даже не знаю, не помню, сколько у него там мощности лошадиных сил. Сейчас спросим у хозяина мотоцикла. Что еще интересно, приборка все, в принципе, читается довольно-таки просто. Единственное, что я заметил, слова определенные, они на английском языке, но зато показывает температуру мотора в цифрах. Ну, в принципе, все, что надо, здесь есть. Все, что нужно тебе, как байкеру, чтобы знать о твоем мотоцикле во время езды. Тормозная жидкость, бачки стоят, кнопка заводить, аварийка, круиз-контроль, сигнал, свет дальний, ближний. Ничего такого сверхъестественного я здесь, конечно же, для меня, как кроме круиз-контроля, здесь нет. А так, в принципе, вот телега такая, на которую можно сесть и хоп, и в Италию поехал, там куда-нибудь на Норвегию, да, потому что кофры у него здесь 3 стоят, и это 3 кофра, ну, сами понимаете, можно дальники делать, я вам еще дам какие, да, все отлично, просто вау. Как бы в целом вот такой туристический байк. Самое обидное, что вот эти вот экологи, хренологи, там так далее и тому подобное, но за этих товарищей, которые сами не ездят и другим не дают. Это, можно сказать, такой последний из настоящих фиджик, настоящий байк, то есть у меня даже нет потребности на нем выкручивать. У него рабочий диапазон мотора до 9000, то есть можно крутить. Потом 9, 10, 11 красный диапазон, естественно, да. То есть это не 600-ка, это два раза по 650, я бы сказал. Короче, нормально все здесь. Все здесь отлично. Если кому-то нужно вот мощный, кубатурный такую баржу, вот в по городу, конечно же, да, по городу, конечно же, он такой объемный, он тяжеловастенько с ним по городу, потому что, ну, это такая техника, где как бы толкать на месте его, конечно же, неприятно. А вот если взять, допустим, дальняк, это его стихия, да, то есть дальняк — это байк для дальняков, безусловно, без всяких оговорочных там, да. Вот, разгоняешься, тут я еду на 3, уже скорость такая, что, ну неожиданно для меня даже, да, ну, как бы. Че? Это был у нас не спортивный режим, теперь у нас режим спорт. Совсем другой мотоцикл. Серьезно? Серьезно? Одним нажатием кнопки плюс электроника влезли, и у тебя получилась пушка-гонка. Ёп. И теперь обороты сразу выше и быстрее набираться начали. То есть до этого я сидел, мог дозировать его спокойно, не переживал. Теперь можно переживать. Обалдеть. Просто вау. Всего лишь одним нажатием какой-то кнопочки, да, у нас турист стал прям турист-спорт. Это просто 3, а он уже летит. Ну, прикольно. Вот это сейчас, конечно же, прям удивило. Хорошо, прям удивило. Честно. Умеете, могете. Клевая штука, реально клевая штука. Так что, кто ищет классный байк, настоящий еще мод тех времен, таких больше не строят. Таких больше нет. Заглушил. Да. Всего лишь, видели сами, да, нажатием одной кнопки с пушистого
литр 300 байка стал спортивный байк. Кнопку нажал, вообще как будто другой мотоцикл стал. Я офигел, если честно. Чувствуется, да? Да. Это вот тот самый раз, когда реально чувствуется. Я пробовал Сузуки, кнопку нажимаешь, есть чуть-чуть, но не то. Но здесь прям сильно. У тебя резко такой пошел вперед. То есть я даже на третьей скорости, когда уже там 70-75, офигеть. Вот на этом это первый раз, что вот реально кнопку, когда ты нажимаешь какую-то там, да, и оно чувствуется. Я какая-то муха сдохла, липкая. Короче, вот такой вот Yamaha FJR, последний в своем таком обаянии, да. Когда-то их было на дороге больше, уже такой. Что, как с этим ехать? Редкий случай. Ну, чуть-чуть потверже, но я так сильно не понял. Вот эту кнопку я больше понял. Разницу. Ну вот у меня вот он вроде как сидишь нормально, но я на нем тоже долго не уеду. У меня ноги здесь сильно согнутые. То есть, по росту, да? Но ноги сильно длинные. А так, для дальника, я думал, вот сюда вот эти вот. Я так и ставлю, но... Поставить ноги, да, туда. У меня такая идея была. Другая тема. Кардан по-другому совсем передает мощность и по-другому чувство езды, вот это все. Блин, прокатился чуть-чуть на Ямахе, и теперь мне такой маленький мотоцикл стал какой-то. Там, конечно, прям шаттл, баржа. Прикольно, то есть офигенный мотоцикл, дозируется, чувствуется. Мне не надо было каких-то 10 минут там тренировок, то есть я на него сел, поехал, как будто я всегда на этой Ямахе передвигался. Но лет, наверное, 9 назад, 10, мне предлагали такой купить. Ну, в то время, я помню, мне казалось, это какой-то тяжелый, сверхъестественный байк, на котором я никогда не смогу ездить. Но сегодня я понял, что Yamaha FJR 1300 кубиков — это пушистый такой турист. С одной нажатия кнопки S на спорт превращается в быстрого туриста. La la la, lonely, la la la, lonely.